Привет всем любителям путешествий! И сегодня я со своей подругой, тоже Натальей, такой же любительницей путешествий, отправляемся в Португалию. И первый город, который посетим, это Порту. Конечно, хотелось, чтобы поездка была недорогой и комфортной, поэтому распланировала, купила билеты на самолеты, забронировала гостиницы я еще весной. И осталось с нетерпением ждать нашего долгожданного путешествия. И вот этот день настал. Вылетели мы утром с Паланги в Копенгаген. Перелет короткий, чуть больше часа, а с Копенгагена уже в Порту. Такой маршрут нам показался более удобным и выгодным. И вот мы уже в Порту. Катимся в старинном вагончике трамвая первой линии, следующей вдоль живописных берегов реки Дору. Трамвай, несомненно, является одной из визитных карточек Португалии. Порту является первым городом на Иберийском полуострове, в котором было организовано трамвайное движение. Эти очаровательные трамваи были построены еще в прошлом веке. Первый трамвай проехал по улицам города в 1872 году. В Порту на сегодняшний день имеются 3 исторические трамвайные линии. Трамваи курсируют каждые 30 минут с 8 утра до 9 вечера. Билеты приобретаются у водителя по цене 3,5 евро. Отличный аттракцион за скромную плату. Доехав до конечной остановки, мы направились к океану. Это место напомнило мне о моем городе Клайпеда, но это не Балтика и не река Даня. Здесь река Дору впадает в Атлантический океан. Атлантический океан сильно влияет на климат. Во-первых, сдерживается температура, из-за чего в стране нет фатальной жары. А во-вторых, приходит свежий бриз, который снимает любые намеки на духоту. В общем, лето комфортное, сухое и малооблачное. Маяк Фельгейраш, или как его еще называют, маяк Моле Тудауру. Маяк был построен в 1886 году. В Португалии мы питались исключительно блюдами португальской кухни. Мне очень понравились вот такие пирожки из трески паштейш де бакаляу. Португальскую кухню отличает широкое использование рыбы, морепродуктов, местных сыров и большой выбор местных вин, в том числе знаменитых портвейнов. Клеригуш является одной из самых значимых достопримечательностей Порту, видной почти из любой точки города. Особенно впечатляет алтарь.
Интерьер церкви великолепный и очень изящный, декорирован лепниной и скульптурной резьбой, отделан мрамором, гранитом и позолоченными элементами. На самый верх ведет 225 ступеней. Поднявшись по винтовой лестнице, окажетесь на смотровой площадке. Старейший район Порту Рибейра и величественный мост Луиша I. Здесь всегда царит атмосфера вечного праздника. Двухуровневый мост получил свое название в честь короля, правившего во время открытия моста в 1886 году. Архитектором является ученик Эйфеля Теофил Сайрик. На лифте мы поднимаемся на верхний уровень, который предназначен для поездов метро. Пешеходы могут пройтись по обеим уровням. Для этого предусмотрены специальные дорожки. Верхний уровень моста является прекрасной смотровой площадкой. А еще прошли через мост и уже оказались в другом городе – Вила-Нова-де-Гая. И любуемся на потрясающие виды, которые не оставят никого равнодушным. Наш отель располагался в самом центре Порту. У нас было 3 дня, и хотелось посмотреть все самое интересное в этом старинном городе. Кафедральный собор Порту – одна из старейших достопримечательностей города. Его строительство началось еще в XII веке. Во внешнем облике здания преобладают черты романского стиля, строгие формы, каменные зубчатые стены, массивное окно-роза, звонницы, похожие на бойницы. Благодаря им собор больше похож на средневековую крепость. Внутри собор выглядит величественно, но немного мрачно. Собор располагается в самом сердце Порту. Считается, что вокруг него и стал постепенно разрастаться город. Отдельный интерес представляет внутренний дворик, который украшен традиционной плиткой азулежу со сценами из Ветхого Завета. Обожаю гулять по улочкам старинных городов, мощенных брусчаткой, с многовековой историей и множеством достопримечательностей.
Казалось бы, это одно здание, но церковь Карму и храм кармелитов разделено домом шириной всего 1 метр. Еще одно историческое здание в центре Порту расположено на площади Инфанта де Энрике, знаменитый дворец биржи или дворец Болса. К сожалению, нам не хватило времени и полюбовались мы только на фасад. Но в этот знаменитый книжный магазин я хотела попасть непременно. Чтобы не терять времени, я купила золотой билет за 15,95 евро на сайте магазина, который позволяет пройти без очереди. В среднем магазин посещает 3000 человек в день, и в надежде на то, что людей будет меньше, я выбрала вечернее время. Войдя, ты попадаешь в какое-то сказочное место с удивительным интерьером. Массивно декорированные стены, потолки замысловатой резьбы и удивительно изогнутая лестница, ведущая на 2-й этаж. Крыша сделана из витражного стекла с монограммой Лелла и девизом «Смысл в труде». Сейчас поток людей не иссякает, но так было не всегда. Настоящую популярность магазину принесли многочисленные слухи и легенды, связанные с романом о Гарри Поттере. В нескольких минутах ходьбы от нашего отеля в центре Порту находится вот это произведение искусств. Это действующий железнодорожный вокзал Сан-Бенто. Стены центрального зала поражают изумительными панно, оформленными плиткой азулежу, на которых показаны сцены из истории страны. И вновь мы возвращаемся на набережную Рибейро. Сегодня мы перейдем по нижнему уровню моста Луиша I на другую сторону, то есть вилла Нова да Гая, где сосредоточены все крупнейшие производители портвейна и их винные погреба.
Конечно, чтобы купить на подарки пару бутылочек знаменитого крепленного вина, то есть портвейна. Три дня пролетели как одно мгновение, и мы покидаем этот прекрасный город Порту. Но знакомство с Португалией продолжается. И следующий город – Синтра с великолепными замками.